Стереотип собственности. Мы хотели бы подробно обсудить вопросы собственничества и обладания, вибраций, вызывающих желание владеть кем-либо или чем-либо. Собственничество и обладание не были частью сценария, когда примерно 200 тысяч человеческих лет назад гуманоидный вид был привнесен на Землю. Так же, как обладание душами и Землей не входило в схему одухотворения Земли. Откуда проистекает собственничество? Чтобы понять эту мыслеформу, потребуется умение различать магнитную, радиоактивную и электрическую энергии, поскольку собственничество является мыслеформой, имеющей радиоактивную природу. Гуманоиды, заселенные на Землю, имели только магнитную природу, поэтому можно было бы рассматривать собственничество как результат искажения, вызванного радиоактивными частотами. Мы уже подробно обсуждали искажения, порожденные внесением электрических частот в генетическую структуру гуманоидов. Последовательность и глубина понимания здесь весьма важны. Хотим отметить, что даваемая информация нарастает не только по объему знаний, но и вибрационно. Радиоактивная энергия замедляет движение магнитного потока, тогда как электрическая энергия, пронизывая форму прямолинейными потоками, может разорвать вращающиеся потоки магнитной энергии. В этом случае, если вращение магнитной системы достаточно замедляется, она может стать неустойчивой или ослабнуть. При достаточно большой неустойчивости снижается частота вращения. Если человеческая биологическая форма строится на определенной магнитной частоте вращения частиц и подвергается бомбардировке радиоактивными частотами, магнитное вращение замедлится и по истечении времени вызовет падение сознания гуманоидного вида. Если энергия достаточно замедлена, она может вообще перестать двигаться. Так появилась боль. Боль – прекращение подачи необходимой энергии на вращение, вибрацию или какое-либо движение. В давние времена одна из планет вашей Солнечной системы, известная под именем Малдик, была уничтожена ядерным оружием. Недавние открытия, сделанные в ходе вознесения Земли, выявили новые детали и четко показывают, что Малдик была разрушена в результате нападения сириусианских сил, как ответной реакции на бомбардировку Сириуса-Б. Сириус-Б, подвергшийся бомбардировке силами плеядианцев, превратился в покрытую водой планету, похожую на Землю, из-за раскола окружавших его защитных ледяных щитов. В результате атак, которые были замаскированы под действие гуманоидов с Малдик, последняя в ходе контратаки Сириуса была уничтожена. Истина раскрылась только при вознесении Сириуса-Б, в рамках процесса вознесения Сириуса. При вознесении происходит полное восстановление истины. Почему? При нарастании вибрации вознесения, скрытая суть проявляется. Вот почему при вознесении, каждому, все яснее и яснее, открывается его подлинная истина. Это относится и к Земле, обретающей большую ясность, благодаря нарастанию ее собственных частот в качестве планетарного сознания. Суть в том, что любое искажение существует до тех пор, пока над ним не поднимутся. Возносясь, каждый гуманоид поднимется над искажением третьего измерения. Сириус А и Б, гуманоиды, дельфины, киты, растительное, животное и минеральное царство, вознесшиеся там примерно 30 тысяч лет назад, 120 тысяч человеческих лет, при вознесении, поднялись над собственным искажением в третьем измерении. В процессе избавления от покрова иллюзии, гуманоиды Сириуса А пришли к пониманию того, что обманом,
были втянуты в бессмысленное разрушение планеты Малдик. При этом, они осознали, что на них лежит большая карма с вашей Солнечной системой, как результат действий, произведенных без должной оценки, анализа и проверки фактов. Карма – вещь интересная. Если бы гуманоиды на Сириусе не очистили свои кармы с вашей Солнечной системой, они не смогли бы вознестись. Поэтому гуманоиды Сириуса А решили привнести гуманоидную жизнь в вашу Солнечную систему, в качестве кармического возврата из разрушения Малдик. Местом для проведения этого акта доброй воли была избрана Земля, единственная планета третьего измерения, на которой сохранилась трехмерная жизнь. И действительно, 50 тысяч планетарных лет назад гуманоидная жизнь была привнесена на Землю при посредничестве сириусянцев. При этом, сириусянцами было допущено много недопустимых просчетов. Один из них состоял в том, что из вашего Солнца эманируют отличающиеся вибрации. Видите ли, у сириусянского Солнца розово-красный цвет, а у вашего солярного – желто-оранжевый. Разница в цвете связана с разницей в частотах. Можно даже заметить, что отличие в цвете является искажением вашего солярного Солнца в пятом измерении, что на самом деле именно так. Ваше солярное Солнце очищается от своего искажения в процессе солярного вознесения, так же, как Земля очищается от своего в процессе вознесения планетарного. Солярное искажение вызывает планетарное. Исходя из природы и частот, иначе быть и не могло. Если вибрации вашего солярного Солнца были искажены, это искажение переходит ко всему живому, на всех планетах данной системы. Это естественное отражение природы жизни, в которой все взаимосвязано. Попробуйте представить, что все живущие на всех планетах вашей Солнечной системы ежедневно купаются в частотах Солнца. Поглощая эти вибрации, каждая планета вмещает также любое искажение эманируемых Солнцем частот. При этом происходит искажение формы жизни на каждой планете так же, как происходит искажение Солнца. Откуда появилось искажение вашего Солнца? Одной из очевидных причин является разрушение Малдик, в результате которого в вашей Солнечной системе остались радиоактивные энергии. Эти радиоактивные энергии замедляют или искажают магнитные вибрации, присущие жизни в вашей Солнечной системе. В результате разрушения Малдик произошло общее падение вибрации по причине замедления потока магнитной энергии, что заставляло Солнце измениться или понизиться вибрационно. Поэтому можно отметить, что желто-оранжевые вибрации Солнца являются результатом понижения, некогда удерживаемой Солнцем, красно-розовой вибрации. Сириусианцы не учли возможного влияния на гуманоидный вид, распространившихся на Земле после разрушения Малдик, радиоактивных остаточных частот. Радиация замедляет магнитный поток. Магнитная энергия гуманоидного вида, инкарнированного на Земле, со временем замедлилась из-за постоянного облучения радиоактивными частотами. Как правило, замедление магнитного потока естественным образом, с течением времени, вызывает падение сознания, если этому не уделяется внимание. Когда человечество появилось на Земле, искаженные вибрации Солнца и оставшаяся после разрушения Малдик радиоактивная энергия начали искажать человеческую мыслеформу. Такое искажение переходит на биологический уровень, поскольку кожа человеческого вида была предназначена для поглощения частот Солнца и превращения их в питательные компоненты, необходимые для здоровья, благосостояния и выживания формы.
Если присутствуют не все вибрации, необходимые для поддержания здоровья и благосостояния формы, обычно как результат, со временем, меняется и биология. По оценке вмешательства Тао, это является одной из первичных причин первоначального падения сознания человеческого вида, привнесенного на Землю. Постоянная подверженность человеческого вида радиоактивным частотам, вызывающим замедление магнитной энергии в человеческом поле, расценивается как вторая, наиболее распространенная причина падения сознания, происшедшего после изначального появления человечества на Земле. Изначальное человечество жило в гармонии и постоянно находилось в единстве со всей жизнью и друг с другом. Присутствие человеческой формы на поверхности Земли было радостным. Когда человечество было привнесено на Землю, оно жило в состоянии биологического единства и не знало собственничества. Это позволяло людям делиться друг с другом всем необходимым для поддержания своего здоровья и благополучия, включая пищу, воду, одежду, кровь, технические ресурсы и духовное знание. Все люди считались равными, хотя проявляли различные дары и таланты. Подобные отличия давали душе возможность испытывать многогранность человеческого бытия в единстве. Эта гармония была не только внешней манерой отношения друг к другу и другим царствам на Земле, но и образом биологической связи. Что это значит? Изначальная светокопия человеческого вида включала биологическое единство. Сознание – это биологический фактор. Вознесение имеет дело с биологическим сознанием, становящимся полным, объединенным сознанием. А что такое полное, объединенное сознание? Это состояние сознания, при котором целиком и полностью вмещается и осознается свое бессознательное. Полное вмещение бессознательного переходит в полное сознание, при котором имеется полный доступ ко всем планам реальности, относящимся к Земле и вашей Солнечной системе. Получив такой доступ и интегрировав части себя, отколовшиеся на этих планах во время падения человеческого вида, человек восстанавливает полное сознание. Одновременно с восстановлением полного сознания, восстанавливается радостное, гармоничное состояние бытия, которое было известно человечеству на Земле в давние времена. Многие из вас слышали о концепции полного сознания. Полное сознание является состоянием, не ощущающим разницы между физическим и энергетическим, видимым и невидимыми мирами. Это выражается в освобождении от биологических потребностей – есть, спать, испражняться и мочиться. С полным сознанием наступает конец ощущениям страха, и таким образом, каждый посвящаемый может испытывать новый уровень удовлетворенности и радости в повседневных делах и взаимоотношениях. Чтобы перейти к полному сознанию и вместить принципы объединенного сознания в биологию формы и свою жизнь, необходимо высвободить и преодолеть все стереотипы собственничества и обладания. Собственничество и обладание являются такой частью искажения человека, что он может даже не замечать подобных стереотипов, пока в своем вознесении не выйдет на уровень вибрации выше бодхисаттвы. Однако сознательное желание освободиться от собственничества на более раннем этапе своей эволюции позволит возноситься более быстрыми темпами. Именно поэтому мы, Орден Райзы, и сознание Матери Земли, были сориентированы на то, чтобы довести эту информацию в данный момент истории. Новая космическая иерархия проанализировала, как первоначальные тоны творения подверглись искажению. Действительно, они были искажены,
За более чем 1800 неполных вознесений, в течение 10-тысячелетнего периода, от 140 тысяч до 180 тысяч человеческих лет назад. Кармические записи показывают, что каждое из этих неполных вознесений подвергало разрыву все души на земле, и то, что оставалось от них, становилось силой тьмы, или тем, что входило в большое искажение и забвение. Как это происходило? Через какое-то время радиоактивные вибрации замедлили магнитную энергию человеческого поля, уменьшая ее, результатом чего стал недостаток энергии. Если есть недостаток энергии, когда началось и идет возвращение домой, результатом станет неполное вознесение. Сверх того, недостаток надлежащих питательных веществ из-за искажения Солнца в пределах вашей Солнечной системы изменил биологию спустя время таким способом, что не все клетки могли оставаться здоровыми внутри всех человеческих форм на Земле. Если некоторые клетки не возносятся из-за внутреннего разногласия или недостатка жизнеспособности, результатом также будет неполное вознесение. При неполном вознесении часть души восходит к следующему измерению, а фрагмент или множественные фрагменты такой души остаются на планете, с которой происходило восхождение. Вы знаете, когда душа возносится, она полностью оставляет свое начальное измерение, так как уходит со всем полученным опытом в этом определенном измерении. Все, что остается на планете или звезде происхождения, является фрагментом целого, оставленного как результат неполного вознесения. Что происходит с разорванной, покинутой, оставленной частью души, которая возносится? Итак, разорванная часть души была разъединена совсем, что также было частью целого, но не сама душа, ни ее оставленная часть, не обязательно знают о том, что это произошло. Если бы такая разорванная душа знала о том, что часть ее была оставлена, такая душа призвала бы обратно свои остатки, чтобы собрать себя в единое целое и взять все ее части к следующему измерению для прохождения опыта. Если бы большая вознесшаяся часть знала, это возвратило бы ее, чтобы собрать тех, которые действительно были оставлены позади. Кроме того, то, что было оставлено, думает: «Я – вознесенный мастер. Я имею все воспоминания о своем вознесении. Поэтому я должен быть Богом, богиней Земли». Что еще может подумать такой оставленный осколок души? И это то, откуда прибыл каждый из ваших вознесенных мастеров: Расул Эль-Мория, Кутхуми, Иларион, Серапис Бей, Павел Венецианец, Джалкхул, Сен-Жермен, о которых многие из вас знают из вашего метафизического обучения. Мать-Земля объясняет, что она никогда не просила присутствия этих вознесенных мастеров и сохранения ими позиций, которые они удерживали в рамках управления Землей. Эти души вероломно появились и захватили власть и контроль над Землей и ее управлением, в их убеждении, что это и есть то, что вознесенный мастер, как предполагается, должен сделать. Однако, вознесение этих вознесенных мастеров, ранее управляющих Землей, оставило их с небольшим количеством духовного знания. В среднем, каждый вознесенный мастер, который создавал неполное вознесение, оставлял где-нибудь позади около 8 или 12% части себя, что следует из обзора записи Орденом Райзы. Это привело к тому, что множество душ, управляющих Землей, имеют 92% полного отсутствия духовного знания, потому как остальные их знания покинули Землю вместе с другой частью их души при ее соответствующем вознесении. Мы, Орден Райзы,
дали определение антихристу. Антихрист – душа, вошедшая в забвение, или беспамятство. Поскольку душа фрагментируется, приходит забвение, так как отколотая часть не помнит целого, не помнит, кем оно было прежде до происхождения раскола. В результате отделения от целого, такая душа содержит только очень маленькую часть оригинального действующего знания целого, кем она была до разделения. Вознесенные мастера, стоявшие в управлении землей, это и есть антихрист, или тот, который вошел в забвение. Пожалуйста, осознайте, что у нас нет взгляда, будто антихрист является злом. Мыслеформа зла, или дьявола, часть сепаратистской мыслеформы, распространенной в пределах человеческого вида, и не связанной с правильным пониманием забвения, и тем, что такое забвение, проистекающее по прошествии длительного времени. Это является глобальной правдой о том, что находящиеся в беспамятстве могут сознательно или бессознательно причинять вред другим, в своем недостатке воспоминания, или прямо наносить другим боль. Именно из-за боли рассматривают других людей, причиняющих в большом беспамятстве сильную боль, как людей злых. Можно видеть из этого, как мыслеформа добрых и злых, правильного и неправильного, рождалась в забвении ограниченного сознания, в пределах человеческого вида. Поскольку все люди в своем опыте имеют страдания всех других людей, голодание, злоупотребление, убийство, терроризм, пытки и лишение свободы, станут внезапно предметом прошлого. Именно в беспамятстве каждый обладает или использует как собственность другого человека. Поскольку в состоянии забвения каждый имеет расщепленность, и существует недостаток в собственном опыте целостности. Именно в состоянии раскола или недостатка цельности такие души притягиваются друг к другу в форме собственности, называемой явлением групповой души. В состоянии нехватки целостности люди ищут других, чтобы ощутить ее, и поэтому обладают другими людьми и предметами. Из-за собственничества можно голодать, совершать насилие, убивать, терроризировать, подвергать пыткам и заключать другого в тюрьму, поскольку то, чем владеют, превратилось в собственность. Только считая другого собственностью, его перестают полагать равным себе. А когда кто-то менее ценен, распространяются разнообразные стереотипы насилия, жестокости, унижения. Отсюда следует, что собственничество и обладание – результат фрагментации и прорывающегося изнутри отсутствия целостности. При вознесении достигаются все более высокие уровни целостности. Это является результатом перестройки в процессе вознесения поля ауры, чакровой системы, тонких тел, энергетической решетки эфирного тела и физической формы. Это также возвращение целостности, находящейся в форме души, которая вновь собирается по кусочкам, по мере высвобождения кармических инцидентов, вызвавших фрагментацию первоначально, и это ведет к большему ощущению единства. С воплощением каждой фазы посвящения, все частицы и части души собираются вместе, объединяются и переплетаются на все более высоких уровнях целостности. При этом собственничество отмирает, и в жизни возносящегося посвящаемого рождается объединенное сознание, основанное на отсутствии вибраций собственности. В биологии формы, стереотипы собственничества переходят в биохимические структуры. По сути, это проявляется в удлинении молекулярных цепочек полипептидов или жиров, аминокислот или протеинов и минералов, из которых состоят кости формы. Их частота ниже, а вес тела больше. Когда в соответствии с природой вознесения,
молекулярные цепочки становятся короче, плотность формы уменьшается. Это можно наблюдать у посвященных уровня полного сознания, комплекция которых стала больше, но весят они меньше. Это произошло потому, что молекулярный вес компонентов их воплощений, благодаря процессу вознесения, уменьшился. Еще одним примером является их способность легко держаться на воде, в чем выражается воплощенная ими более легкая молекулярная структура. Эта структура идет рука об руку с вмещением изначальной светокопии человеческой формы, в том виде, как она была привнесена на Землю. Эта светокопия предусматривает овладение такими вещами, как левитация, хождение по воде и мгновенная манифестация, поскольку душа получает энергетический заряд следующей фазы вознесения. Согласно человеческим генетическим записям, только те, кто возносился в более ранние периоды истории примерно 160-200 тысяч лет назад, демонстрировали подобные дары и таланты. Это произойдет со всеми, кто выбирает вознесение. Когда есть возможность при помощи мысли манифестировать все, что необходимо, потребность обладать чем-либо, или владеть, становится отдаленным воспоминанием. Аналогичным образом, при вознесении, происходит высвобождение всех привязок, и как следствие, освобождение от желания обладать кем-либо, или чем-либо. С высвобождением привязок рождается новый уровень свободы и новая мыслеформа объединенного сознания. Как проявляется собственничество на эфирном плане? Собственничество, обладание и принадлежность являются основой формирования всех привязок и образуют паутину, тюремную сеть, рабскую систему, не только планетарного, но и гораздо большего масштаба. Интересовало ли вас когда-либо, что притягивает друг к другу двоих, вступающих в романтические отношения? Можно обнаружить, что у обоих одинаковая сигнатура собственничества, действующая на одной и той же частоте. Именно сигнатура собственничества притягивает двоих друг к другу. В модели собственничества всегда кто-то один доминирует, а второй подчиняется. Доминант получает и энергию, и информацию, а подчиненный, напротив, их теряет. Часто в отношениях кто-то будет доминировать в одной области жизни, а второй – в другой. Когда оба человека совершают вознесение, жгуты привязанности рассредотачиваются. Они убираются, когда знаки собственничества и карма растворяются в эфирных полях одного или обоих и заменяются языком света. Привязки можно представить как кармически удерживаемые жгуты, идущие от одного объекта к другому. Каждый жгут удерживается на месте определенным собственническим стереотипом, связанным с генетикой индивида. Привязки дают возможность перенаправлять энергию, информацию, энергетическую решетку, чакры и сексуальную силу от одного объекта, существа, сущности или одного человека к другому, через энергетические жгуты. Жгут крепится в эфирном теле, механизмом энергетического узла, имеющего в своей структуре сигнатуру, печать, собственности, и содержит кармическую информацию, что позволяет транспортировать энергию или информацию от одного объекта к другому. Карма записана в эфирном теле генетической решетки и формы. В сущности, отдача энергии или информации представляет собой погашение кармического долга за информацию и энергию, полученные в предыдущих инкарнациях. Жгуты удерживаются в пространстве не только кармой, но и этими замками, знаками, печатями собственности, энергетическими подписями или искаженными тонами творения. Подобные печати собственности, узлы, есть в действительности искажения.
поскольку посвященные заменяют каждый узел собственности новыми тонами творения или языком света, жгуты рассеиваются, и одновременно высвобождается кармический долг. Высвобождение кармы непосредственно связано с прощением, которое является розовым лучом, быстро распространяющимся всюду, со многими тонами языка света. Прощение растворяет всю карму и долг в большем понимании изученного урока. Каким образом подобные энергетические знаки стали частью генетики? Генетика связана с определенным вознесенным мастером, совершившим очень давно неполное вознесение. Вот почему некоторых людей привлекает учение того или иного вознесенного мастера. Они хранят память о неполном вознесении этого мастера в самой ткани биологии своей формы. Это приводит нас к следующему вопросу. Кто создал на Земле неполное вознесение? Вы. Иначе в настоящее время вы не совершали бы вознесение и не осознавали тот факт, что также несете ответственность за падение человека. Каким образом вы в ответе? Вы ведете родословную от тех, кто породил падение неполным вознесением. Когда потомки, породивших неполное вознесение и последовавшие за этим обладание землей вознесенными мастерами, в кавычках, высвобождают свою карму, очищается ситуация, тем самым освобождая их самих от первичной причины или ответственности. Итак, кто такие первопроходцы Вознесения? Почему именно они связаны с породившими в давние времена искаженное Вознесение? В человеческом опыте полное Вознесение станет возможным только тогда, когда будет высвобождена вся карма неполных Вознесений. А кто такие эти наши каналы? Почему они имеют отношение к тем, кто занимал положение верховного жреца и жрицы, которые положили начало падению человека собственными вознесениями? Совершая вознесение в своем текущем воплощении, они высвобождают кармическую причину этой дилеммы и таким образом прокладывают другим путь к вознесению. Знаете ли вы, что через свое разветвленное родовое древо любой человек связан с миллиардами других людей, инкарнированных сейчас на Земле? Если вернуться назад во времени, можно увидеть, что вы связаны с почти половиной земного населения мира. Это дает лучшее понимание основополагающего единства человеческого опыта и взаимосвязанности всего, что есть. Ключом к вознесению является прощение. Понимая ответственность за собственное падение, можно простить самих себя и тем самым простить каждого причастного к этому. Можно совершить вознесение в состоянии прощения, поскольку оно исцеляет раны, освобождает от кармических уз, восстанавливает целостность души и увеличивает поле, еще больше повышая частоту вибрации. Почему неполное вознесение вело к собственничеству? Когда достаточно большое число мастеров прошло через неполное вознесение, Землю окружил толстый, плотный слой отколовшихся частиц разных душ. В результате человечество было лишено связи со своим Я-Есмь, высшей душой и истоком. Вследствие отсутствия связи с душой, истоком и истиной, человечество ощутило свое одиночество, свою отделенность. В состоянии одиночества, разделенности, отделенности ощущается внутренняя неполнота, неполноценность, несовершенство и чувство, что вас не любят. Из состояния отсутствия целостности владеют и обладают другим,
попытке обрести целостность извне. Каждый из вознесенных мастеров заякорил собственную энергетическую печать, сигнатуру собственности, на Земле и в человеческой жизни. Каждый вознесенный мастер заякорил один из 18 стереотипов собственничества. Каждый из них будет касаться всех отношений в чьей-либо жизни, будь то другой человек, группа, домашнее животное, какой-то предмет или имущество. Знаки собственничества забирают энергию и переносят информацию и знания между участниками. Без полного набора информации, знания, каждому из вознесенных мастеров чего-то не хватало, и не хватало многих знаний. От 88 до 96% духовного знания было утрачено или поднялось в следующее измерение вместе с вознесшейся частью их большей души. В такой ситуации, для того, чтобы понять, что они забыли, распространилось такое явление, как воровство, кража или насильственное изъятие энергии, информации, знания друг у друга. Постепенно, эта мыслеформа перешла на биологический уровень человеческой жизни, через использование сигнатур, печатей собственничества. Мы, Орден Райзы, видим, что стремление к славе и богатству является настолько большим камнем преткновения на духовном пути, что назрела необходимость рассмотреть этот вопрос с тем, чтобы посвящаемые могли начать преодолевать эту проблему в своих мыслеформах. Вне рамок суждения не существует правильного или неправильного. Нет ничего плохого в жизни, прожитой во славе и богатстве. Однако озабоченность такими вещами не способствует желанию вознесения или следования по духовному пути. На духовном пути все крайние проявления личности должны быть подчинены более высокой цели, к которой стремится душа. Человеческая форма сохранила воспоминания о более легких временах, когда удовлетворялись все потребности, и для удовольствия существовала неограниченная численность предметов. Это было в вашей Солнечной системе на планете, известной как Малдик, Фотон или Тиамат. О разрушении Малдик мы подробно говорили. Подобные воспоминания о временах праздности лежат в основе стремления к богатству и славе в человеческой жизни, поскольку в современных условиях борьба прекращается только при достижении определенного уровня богатства. Поэтому современная человеческая форма склонна к стремлению ощущения внутренней безопасности в большей или меньшей степени, полагаясь на финансовый успех. Все формы отличаются, и для некоторых уровень богатства, необходимый для чувства безопасности, до такой степени велик, что у них крайне выражены жадность и накопительство. В рамках крайней полярности, это вызывает проявление бедности и голода в другом месте, у другой трехмерной формы, поскольку все полюса любой рассматриваемой полярности всегда должны присутствовать и существовать одновременно, для сохранения равновесия человеческого проявления. В движении кармы, одна жизнь в богатстве и известности создает огромный долг для формы, накопившей это состояние. Из множества записей видно, что для его погашения может потребоваться до 1000 жизней в бедности. Карма – это не что иное, как соглашение о равновесии, для устранения ранее произведенного искажения, в частности, о погашении ранее накопленного долга. Подобные долги могут быть не только финансовыми, а включать другие соглашения, не связанные с деньгами как таковыми. Примерами нефинансового кармического долга являются соглашение дать жизнь, или новое тело другой душе, вступить в брак с другой душой, быть деловым или иным партнером, содержать каким-либо образом другого человека, например, ухаживать за больным, или воспитывать ребенка.
Все это можно рассматривать как уроки для накопления опыта и знаний, необходимых для обретения душой целостности, равновесия и вознесения. Чтобы уравновесить энергетический долг, аналогичная услуга должна быть полностью возвращена в будущие инкарнации. Эти долги порождают инкарнационные циклы, столь распространенные на плане Земли. Необходимость реинкарнации для погашения таких долгов существовала не всегда. В эпоху Маха-Вишну, примерно 50 тысяч лет назад, долги обычно закрывались в текущей жизни. Это было возможно, потому, что продолжительность жизни была очень большой – 2000 лет, и человек мог создать долг и закрыть его до ухода с физического плана. Тогда человеку по природе было свойственно возвращать все долги до своего ухода, так что душа могла свободно вновь инкарнировать на Земле или еще где-либо в трехмерной форме. Когда остаются долги от прошлой инкарнации, душа оказывается привязанной к месту инкарнации, пока долг не будет полностью погашен. Постепенно, со многими падениями человеческого сознания, приведших к сокращению продолжительности жизни менее чем до 100 лет, любой душе стало невозможно вернуть кармические долги в течение одной жизни. Результатом этого стал цикл реинкарнаций, известный вам на Земле. В эпоху Маха-Вишну вознесение было связано не просто с закрытием кармы к концу текущей жизни. Закрытие более 70% кармы позволяет душе инкарнировать где-либо еще, но только в трехмерной форме. При вознесении из третьего измерения в пятое, должна погаситься абсолютно вся карма, привязывающая ее к третьему измерению, и таким образом обретает способность инкарнировать в пятом измерении. Многие души, вознесшиеся в эпоху Маха-Вишну, недавно были призваны назад, на физический план, для помощи нашим каналам и всем возносящимся людям, совершающим свое вознесение в настоящее время. Каждая из них обрела опыт жизни не только в пятом измерении, некоторые из них вознеслись из пятого измерения, и в настоящее время инкарнировали в 12-м. Цель вознесения заключается в том, чтобы дать душам возможность эволюционировать к жизни в других измерениях. Когда вознесение останавливается, прекращается эволюция, что и происходит на плане Земли уже свыше 40 тысяч планетарных лет. Помимо сокращения продолжительности жизни, дополнительный долг, порожденный жизнью в богатстве, связывает души движением кармы таким образом, что они могут вообще никогда не покинуть Землю. Накопился большой запас инкарнированных душ, которые оказались на Земле в ловушке из-за кармы в ее нынешнем виде. Этот запас будет ликвидирован с вознесением Земли. При ее вознесении, возносящиеся вместе с ней, очистят карму Земли, вместе с трехмерной природой, и перейдут в пятое измерение. Те, кто не совершает необходимые для перехода в пятое измерение очищения кармы, будут освобождать оставшуюся между их душами и Землей карму, и перейдут на другую трехмерную планету для продолжения эволюции. Многие души на Земле, не готовые в настоящее время к вознесению из трехмерного пространства, перемещаются на Плеяды, для закрытия своей кармы с Землей. Это большое благо для них, так как продолжительность жизни гуманоидной формы на Плеядах до сих пор составляет 2000 лет. Их следующая инкарнация на Плеядах не создаст ловушку, распространенную на Земле, и даст им возможность вознестись в грядущей истории вашего творения. Ранее мы писали о вознесении Земли и об ожидающей ее катастрофе, если она упустит эту возможность. Если Земля не вознесется, она спонтанно возгорится и перестанет существовать в третьем измерении. Спонтанное возгорание происходит, когда вибрации планеты, или любой формы,
слишком низка при вхождении в фотонный пояс. Кундалини воспламеняется прежде, чем происходит вознесение, и воплощение сгорает, или вспыхивает. Спонтанное возгорание, о котором мы будем подробнее говорить в одном из наших дальнейших разделов, является формой неполного вознесения. Подобное спонтанное возгорание может фрагментировать остающиеся на Земле в инкарнации души, таким образом, что они могут оказаться слишком мелкими для инкарнации во что-либо. Их трудно будет восстановить до тех пор, пока какая-либо другая тримерная планета не примет решение вознестись. Карма голографична, и следующая планета, которая будет возноситься, примет для очищения подобную карму в наследство в силу выбора вознесения. Карма может оказаться достаточно объемной, чтобы сделать попытку вознесения такой планеты неудачной, что приведет еще к одному спонтанному возгоранию. Спонтанное возгорание могло бы привести к прекращению жизни вообще в вашем творении, поскольку творение может свернуться. В настоящее время Земля стремится к вознесению. Ввиду возможности катастрофы в случае возгорания Земли, ее намерение вознестись получает всестороннюю поддержку. Это относится и ко всем людям, желающим вознестись в данной жизни. Мы предлагаем вам вновь подтвердить намерение вознестись и увидеть рождение новой эры на Земле. Это намерение необходимо подтверждать каждый день, и оно реализуется в каждом шаге перемен, требуемых для успешного прохождения текущего этапа вознесения. Данное намерение уравновешивает и всю карму, содержащуюся в генетике человека, душе, а также карму с Землей, и в третьем измерении. Может возникнуть вопрос, почему вознесение выглядит таким сложным? Наши каналы всю свою жизнь боролись за вознесение. Большинство, достигших состояния бодхисаттвы, идущих вместе с нашими каналами, могут рассказать вам, что это был трудный, но благодарный опыт. Трудность заключается в объеме кармы, подлежащей освобождению. Это можно сравнить с 40 тысячами лет биологического долга, который необходимо вернуть во время вознесения, вместе с полным освобождением от трехмерной мыслеформы. Объем кармы, который посвящаемым нужно освободить, так велик, что лишь немногие могут это себе даже представить, и вознестись в данный момент. Однако, выбравшие этот путь, обретут в своей жизни радость, которую невозможно описать. Когда полной радости люди соберутся вместе, они создадут новую форму сообщества, о которой давно уже забыли, и дадут возможность возникнуть новому образу жизни, уважающему все проявления жизни. Полное уважение другого требует отказа от любого собственничества. Собственничество порождает индивидов, стремящихся к чрезмерному накоплению, и желающих получить во владение столько собственности, сколько они смогут непрерывно накапливать в данной жизни. Соперничество, присущее собственничеству, дает таким людям возможность чувствовать превосходство, ощущать себя намного выше всех остальных. И хотя большинство, воспринимающих этот материал, не будут в данной жизни ни знаменитыми, ни богатыми, все указанные стереотипы присущи их человеческой генетике, поскольку она является единой системой человеческих убеждений. Именно поэтому мы рассматриваем данный вопрос очень подробно. В человеческой мыслеформе вибрация чувства собственничества возникает не только между человеком и предметами, или собственностью, которыми он владеет, но и между людьми. Эту вибрацию можно встретить почти во всех отношениях между людьми, она стала основой или базисом взаимоотношений друг с другом. Объясним подробнее. Собственничество – это стереотип соперничества, при котором один человек убежден в том,
что он владеет другим. Когда кто-то владеет другим человеком, последний становится собственностью. Собственность имеет ценность, пока ею пользуются. Когда ею прекращают пользоваться, она становится ненужной и стоит того, чтобы ее повыгоднее продать или уничтожить. Подобное собственничество можно увидеть на личностном уровне между родителями и детьми. Стереотипы собственничества коренятся в опыте детства. Когда человек рассматривает свои отношения с родителями и освобождается от этих стереотипов, он начинает преодолевать потребность владеть другим или быть чьей-то собственностью. Родители часто бессознательно убеждены, что владеют своими детьми. Дети превращаются в собственность, и родитель так или иначе может их использовать. Известно об использовании детского труда, например, не только на заре человеческой истории, но и в настоящее время. Такой детский труд является формой использования, проистекающей из взгляда на детей как на собственность. Помимо этого, многие родители обращаются со своими детьми в грубой, приказной манере. Это насилие, или подчинение, проистекает из взгляда на детей, как на собственность, которая считается хуже себя, и, следовательно, ненужной. Говоря о ненужности, мы не имеем в виду, что ребенка убьют, хотя это действительно происходит в некоторых случаях, а скорее, то, что ребенка не уважают. Таким же образом, обстоят дела между мужем и женой, между мужчиной и женщиной в семье. Эти стереотипы унижают союз родителей, часто разрушая любовь между их сердцами. Существует форма собственничества между родителем и ребенком, при которой ребенок владеет матерью или отцом. Разрушение любви между родителями часто является причиной распада брака в какой-то момент после рождения ребенка. В таком случае, ребенок перестает уважать родителей и их союз. Крайним проявлением собственности является насилие над детьми, торговля детьми с целью сексуального насилия и неоднократной перепродажи, сексуальное и трудовое рабство. Когда такой ребенок становится непригодным для использования, его списывают в утиль для изъятия органов, которые также перепродаются для производства адреналиновых наркотиков или черномагических целей. Таким же образом обстоят дела со взрослыми мужчинами и женщинами. Мало кто сегодня осознает масштабы всей картины современного сексуального и трудового рабства, потому что эта тема крайне неудобна и неприятна для большинства, предпочитающих пребывать в неведении и ложном состоянии гармонии. И как бы ни было больно сердцу, эта истина жизни будет освещаться в ближайшие годы очищения, ибо человечество едино, и нет ничего, что бы ни коснулось каждого из ныне пребывающих на плане Земли. Все гнойники необходимо вскрыть, все гнойные раны необходимо исцелить. Рабство является фактом современности, о котором неизменно умалчивается. Рабство является крайней формой собственности, обладания. Рабство – вот камень преткновения, который необходимо убрать с дороги вознесения человечества. Любое насилие, грубость или подчинение – это форма неуважения. Насилие, жестокость, агрессивное, неуважительное поведение унижает любовь и душу, пребывающую в форме, и являющуюся частью Бога, богини, всего, что есть. При вознесении, человек учится видеть душу, стоящую за формой, и уважать душу другого, как часть Бога, богини, всего, что есть. В состоянии почитания, человек уважает все души. Он также уважает союз двух душ, согласившихся быть вместе в качестве партнеров или значимых друг для друга людей.
в состоянии уважения, почитания, человек не стремится разорвать отношения, связывающие находящихся в союзе, а учится принимать их союз. В случае тех посвященных, что являются однопламенными близнецами, которые встретились для совместного вознесения, было много уроков, в связи с теми, кто стремился разрушить их союз, становясь между ними. Они научились удерживать чужую энергию за пределами своего общего поля, до тех пор, пока другие не приняли их союз. Союз формируется между двумя, и затем охватывает всех остальных. Однако, прежде чем это станет возможным, остальные должны проявить уважение к союзу двух. Язык света растворяет привязки. Можно заметить, что двое, совершающих вознесение вместе, создают совершенно другой тип взаимоотношений, при котором каждый из двух сторон может усилиться во всех областях проживаемой вместе жизни. Таково движение двоих по пути единства. Можно заметить, что возникает новый тип отношений после преодоления собственничества. Так будет обстоять дело в будущем, со всеми взаимоотношениями тех, кто возносится, что даст возможность сильным и одаренным парам вместе исполнять роль водительства. Стереотипы собственности охватывают и опыт группы. В этом случае лидер группы владеет ее членами. Групповое собственничество можно встретить во многих предприятиях, организациях и фирмах, в которых работает большинство людей. Подобные места работы владеют своими служащими. Служащие не нужны, если не приносят достаточно большого дохода. Кроме того, служащие менее ценны, чем управленческий административный аппарат, руководящий корпорациями, и получают более скромную зарплату. В среде наделенных такими стереотипами, большое богатство манифестируется через коллективную собственническую вибрацию, групповое собственничество. При групповом собственничестве, руководящий персонал подчиняет своему влиянию многих индивидов. Они забирают энергию у каждого служащего и используют ее для значительного расширения своего поля ауры. Такие раздутые поля ауры дают им необходимую энергию для манифестации своих целей. Все видения начинаются с мысленного представления, а затем для их манифестации на физическом плане требуется энергия. Обладающие даром манифестации также способны забирать энергию у других для реализации своих видений на физическом плане. Подобное групповое ростовщичество не позволяет проявляться мысли в форме сотрудничества, основанной на равенстве, равном обмене энергией и ресурсами, и равном вкладе каждого сотрудника, соответственно своей компетенции. Каждый регион или страна также переплетаются группой сигнатур собственничества. При этом, жизнь в этих местах будет притягивать только тех, кто находится в резонансе с конкретными сигнатурами. Все эти знаки собственничества связаны с мастерами, вознесшимися из этих районов. Когда из определенного региона возносился мастер, соответствующий энергетический знак собственничества записывался в почве, местных растениях, животных и минералах. Все, инкарнированные в человеческой форме в этих регионах, также имеют запись этих же знаков собственничества в своих формах. Все локальные знаки собственничества забирают энергию у проживающих в данной местности. Именно таким образом, любое правительство, местное или общенациональное, подпитывает свои творческие манифестации, забирая энергию у населения. При вознесении, энергия необходима для собственного восхождения, и поэтому рекомендуется убрать какие бы то ни было отношения собственничества между собой, объектами и местом проживания. Возносящихся людей могут привлекать для проживания те места, которые резонируют с их вознесением, так как там
где частота выше, и больше не присутствуют сигнатуры собственничества. От последнего легче освободиться. Чтобы непрерывно повышать частоту, Земля должна увеличивать степень стабильности и подвижности своего энергетического потока, а для этого потребуется, чтобы в определенный момент человечество убрало знаки собственничества всех регионов Земли. Поэтому предусматривается, что не только человечество убирает стереотипы собственничества, но и все инкарнированные на Земле царства. Сигнатура собственничества вызывает либо застой, либо отток энергии. Это происходит при переносе энергии из одного места в другое или от одного воплощения к другому. Когда жизненная сила ослабевает, энергия застаивается или прекращает движение. В масштабе планеты достаточно большой период застоя вызывает неустойчивость энергии Земли. А на личностном уровне существенный застой приводит к телесным болям. Остановка движения энергии порождает состояние плотности, известное как боль, депрессия, раздражение и страх. Когда вся энергия вновь приходит в движение, и в процессе вознесения людей и Земли как планеты, боль, гнев и страх уходят в прошлое. Итак, мы наставляем посвящаемых быть внимательными и ответить для себя на вопрос, кто владеет вами и что владеет вами. Освободитесь от уст собственничества, заменяя языком света его сигнатуры, находящиеся в эфирной энергетической решетке вашей формы. Наблюдайте, как растворяются жгуты и привязки, после чего вновь обретается свобода. Позвольте происходить в вашей жизни переменам, и не бойтесь перемен. Все будет так, как и должно быть. Знаете, что освобождение от собственничества идет до тех пор, пока оно вообще не будет убрано из вашей формы и поля. Обращайте внимание на присутствие собственничества в вашем языке. Стремитесь вводить язык света. Первые главные 10 тонов – это 10 октав любви в любой язык, которым пользуетесь, включая свое имя. Таким образом, простым мысленным усилием, вы перестанете терять энергию. Когда вы введете язык света в свою речь, данный от рождения язык, некоторые слова уйдут из словарного запаса. Почему? С языком света связан только язык, основанный на единстве. Слова, не относящиеся к единству, совершенно естественным образом отмирают, и при вмещении языка света уходят из лексикона. Возможно, это не так уж и плохо, поскольку все люди являются Богом, богиней в человеческой форме. А раз так, их мысли создают реальность. Если чьи-либо мысли перестают быть сепаратистскими, этот человек естественным образом создает в своей жизни реальность, основанную на единстве. В состоянии единства, душа, высшая душа и исток, вновь движутся вместе с человеческой формой. При этом появляется возможность быть руководимым душой во всех делах. Когда мы изучили действие собственничества, то обнаружили, что оно проходит через все взаимоотношения между людьми. Поэтому возносящийся посвящаемый, глубоко осознавший, каким образом действует собственничество, получает альтернативу освобождения от него и вмещения взамен единства. Когда язык света станет главным языком Земли, человечество сможет настраиваться на его вибрации и начать массовые вознесения. Величайшее желание Матери Земли состоит в массовом вознесении человеческого вида. Именно для этого на Земле было заякорено вмешательство Бога, богини, всего что есть. Когда душа полностью заякоряется в форме, восстанавливается связь с Богом, богиней, всем что есть,
позволяющая всем проявлениям находиться в полной согласованности и гармонии с божественным планом всего, что есть. А это ли не живой пример Бога, богини в человеческой форме? Подобному согласованию в жизни мешает собственничество. Поэтому освободитесь от обладания другими людьми, предметами, и будьте свободными. Со свободой в жизнь возвращается радость, щедрость и любовь, потому что и недостаток, и скука, а также боль, раздражительность и страх – всего лишь результат нахождения в плену привязанности. При полном освобождении от привязанности приходит единство. Когда единство будет присуще всем людям, на Земле возникнет новая цивилизация. И разве не этого в своем сердце желает больше всего каждый, стремящийся к вознесению? Так давайте же вместе, человечество и Земля, осуществим эту перемену, и прежде всего, внутри самих себя. И тогда, возможно, она охватит всех людей, и все виды на Земле. Благодарим и благословляем вас на вашем пути вознесения.